Всем привет! Рад приветствовать вас на канале Power Device. Данный ролик хочу целиком и полностью посвятить недавно мне полюбившемуся бренду Tecno, а именно смартфону Tecno Camon 18. Если вы хотите быть в курсе того, что из себя представляет Camon 18, то вы именно там, где нужно. Ведь я покажу вам не только внешние данные девайса, но и пройдусь по основным его характеристикам. Покажу, на что способна камера, затрону тесты производительности, игры и так далее. Я уже делал обзор на интересный бюджетник этой фирмы – Spark 8C. Тот меня приятно удивил. И, конечно, я не упущу возможность рассказать вам о более продвинутой версии компании Tecno. Итак, на коробке можно увидеть основные характеристики этого среднебюджетника. Основная камера 48 мегапикселей, дисплей Full HD+, 6,8 дюймов, с поддержкой 90 Гц, накопитель на 128 и 6 гигабайт оперативной памяти, процессор Helio G88, батарея 5000 мАч с 18 ваттной зарядкой, а также есть модуль NFC. Внутри нас ждет гарантия на 13 месяцев, сертификация продукта, соцсети Tecno, инструкция и наклейки с email-номерами. Далее в коробке находится пленка, которую придется клеить самим. Да, смартфон идет с голым дисплеем, но олеофобным покрытием он не обделен. Видно, как от экрана отталкивается вода. Также в комплекте есть чехол с надписью Camon. Он достаточно мягкий и плотно прилегает к корпусу. Следом нас встречает коробочка, в которой расположились ключ-скрепка и провод для зарядки стандарта USB Type-C. Комплектный зарядник имеет мощность 7,5 вольт, 2,4 ампера, выдает он 18 ватт. И, конечно, я протестировал скорость приема энергии. За час заряд дошел до 68%. 100% смартфону удалось набрать за 1 час 50 минут. Не самая быстрая зарядка. Но без этих 18 Вт его батарею на 5000 мАч мы заряжали бы 2,5 часа. Так что все не так уж и плохо. И вот что меня удивило, смартфон практически не греется при зарядке. Ведь обычно даже премиальные модели склонны к нагреву батареи. Сразу хочу уточнить цену, по которой я нашел его в популярных интернет-магазинах. По отзывам видно, что люди довольны, но у меня независимое мнение, поэтому буду разбираться, насколько данный смартфон соответствует современным реалиям. Выпускается девайс в двух цветах, это керамический белый и сумеречный серый. Как вы понимаете, у меня в руках вариант номер 2. Внешний вид не обделен эстетикой, я бы сказал, смартфон в данном цвете выглядит элегантно. Дизайн понравится любителям минимализма. Корпус выполнен из пластика, как и боковая рамка. Легким недостатком такой поверхности, а она здесь глянцевая, считаю свойство оставлять отпечатки пальцев и скользить в руках. Благо есть комплектный чехол, который спасает эту ситуацию. Блок с камерами имеет небольшой выступ, и, конечно, в таких ситуациях я рекомендую одевать чехол, так как здесь предусмотрены выступы, чтобы не царапать стекло, в те моменты, когда смартфон касается каких-то поверхностей. В целом, говоря о сборке девайса, можно отметить, что собран он достаточно неплохо. Прогибов и скрипов не наблюдается, качелька громкости сидит плотно, как и сканер отпечатков пальцев. Лоток под сим-карты имеет 3 слота, это 2 наносимки и расширение SD-картой. На лотке присутствует уплотнительная резинка от попадания влаги, что немаловажно. Так получилось, что часть обзора я снимал под дождем. И здесь стоит отметить, что смартфон достойно выдержал испытание водой, хоть и не сильно, но все же он постоянно намокал. При этом тач реагировал нормально, а влага не просочилась вовнутрь. Выходит, что его смело можно брать на активный отдых. Датчик приближения начинает срабатывать на расстоянии 5 см. Его работа вопросов не вызывает. При звонках слышимость хорошая с обоих сторон. Динамик в смартфоне один, и тихим его не назвать. Выдает 84 дБ, но вот звучание немного плоское.
Благодаря относительно большому дисплею в 6,8 дюймов смартфон нельзя назвать маленьким. В этом есть как плюсы от большого экрана, так и минусы от того, что управление одной рукой немного усложняется. Об этом вы должны помнить. Конечно, большой дисплей понравится любителям смотреть видео и читать статьи в интернете. Это можно делать даже при ярком солнце, на максимальной яркости. Дисплей остается читабельным. За все время, что я его тестирую, разблокировал я смартфон отпечатком пальцев. Здесь установлен неплохой сканер. Хоть он и работает не супер молниеносно, зато без осечек. Попадая на рабочий стол, сразу хочется отметить шторку, которая отличается от более бюджетной модели Tecno. Естественно, в Camon 18 она интереснее. Также не могу не отметить, что разработчики работают над плавностью системы. Это заметно по некоторым анимациям и вызовам меню. Если посмотреть версии HiOS, а именно так называется оболочка данной компании, то мы увидим младшую 7.6 версию и новую 8.0. Чуть позднее я доберусь до настроек и покажу фишки этой оболочки. Хочется отметить такую деталь, как качество передачи изображения. Именно на белом фоне заметна разница в этих двух смартфонах. А клоню я вот к чему. Tecno Spark 8C вполне неплохой бюджетный телефон, но в прошлых тестах он вызвал у меня один вопрос по поводу дисплея, так как тот непривычно для меня отдает синевой. Так вот, заметно, что в Camon 18 ее стало гораздо меньше, и при долгом чтении глаза не так устают. Это безусловно плюс. Хотя, конечно, в обоих девайсах есть режим чтения на такие случаи. Вернусь в меню «Мой телефон». Здесь можно увидеть, что девайс работает на 11-м андроиде из коробки и на борту имеет накопитель на 128 гигабайт, плюс 6 гигов оперативки. Выпускается эта модель только в такой конфигурации, на мой взгляд она сбалансирована. И стоит отметить, что оперативную память можно расширять до 5 гигов. Выбираем нужный объем и применяем, после чего смартфон перезагрузится, а у вас будет на 5 гигабайт больше ОЗУ. Друзья, раз уж мы находимся в специальных функциях, давайте я покажу некоторые фишки этого смартфона. Первое – быстрое переключение. Если эта функция активирована, то вот таким жестом 3 пальцами вы сможете переходить из любого приложения в плавающее окно, которое свободно перемещается по всему экрану. Дальше идет функция смарт-панель. С помощью нее можно вызывать вот такую панель. Сюда можно добавлять любые приложения, которые удобно вызывать. Также здесь можно зайти в меню оптимизации, быстрое считывание QR-кода, блокировка экрана. Также, если вы находитесь в каком-то приложении, то активируется вот эта кнопка «Переход в плавающее меню». И последнее – скриншот. Далее в специальных функциях идет игровой режим. Вызывается он стандартно свайпом от края экрана. Сверху показаны такие параметры, как загрузка центрального процессора и графического. Опять же, для удобства есть вызов плавающих окон. Далее активация скриншота, запись с экрана, очистка памяти, режим «Не беспокоить», настройки игрового режима, отключить все вызовы во время игры. Игра вне экрана. Это когда экран блокируется, но игра остается активной. И последняя здесь очень прикольная функция – управление кнопками громкости. Включаем кнопки громкости. Нажимаем «Далее». Это минус, это плюс. Теперь во время игры нужно перенести вот эту кнопку, например, на кнопку стрельбы. Нажимаем «Готово». Далее, к примеру, при нажатии на кнопку громкости плюс у вас будет происходить стрельба. Это очень удобно. Видеопомощник.
Если его активировать, то он эффективно блокирует уведомления, отвлекающие от просмотра видео, и повышает комфортабельность просмотра. Здесь можно добавлять, включать и отключать разные видеоприложения. Расширение памяти мы уже рассматривали. Теперь помощник. Это интересная программка, которая работает с видеоприложениями. Пока что она работает только с WhatsApp. Например, при звонках в WhatsApp можно изменять свой голос, а также накладывать видеомакияж, наборы стикеров и так далее. Здесь можно клонировать приложение, молотопереводчик с других языков. Также из удобных функций могу отметить здесь смарт-устройство. Это управление различными жестами. Например, можно активировать взятие трубки при поднесении к уху или настроить жесты для музыки. Еще здесь удобно пользоваться быстрым запуском. Включаем его. Вот этот жест C стоит на камеру. Это действительно удобные фишки. Выбираете любое приложение, оно будет открываться на определенный жест. Видно, что Tecno уделяют внимание оболочке и стараются идти в ногу со временем. В HiOS присутствуют такие предустановленные полезные приложения, как темы, где вы сможете кастомизировать внешний вид, как вам душе угодно. Также весьма полезное приложение Мастер смартфона. В нем есть антивирус, ускорение телефона, очистка кэша и так далее. Конечно, стоит затронуть мозг Camon 18. В него установлен чип Helio G88. Что тут можно сказать? Не самый современный процессор. Сравнить его можно со Snapdragon 662, который в свое время был на коне. Причем по графическому ускорителю аж на 67% лучше Helio G88. И действительно, на высокой графике в игре PUBG вполне комфортно играть. Удивительно, но даже мелких фризов нет. Катка шла 18 минут. За это время смартфон разрядился на 5%. Считаю это неплохой автономностью. Еще здесь стоит отметить, что Camon 18 снова отличился несильным нагревом в игре, хотя охлаждения в нем никакого нет. В целом с этим процессором в повседневных задачах проблем не возникает. Конечно, он не отличается молниеносностью, но работает стабильно. Также данный процессор поддерживает повышенную частоту экрана. Ее можно включить в настройках, яркость экрана, частота обновления. Так глазу будет гораздо приятнее. Я не упустил возможность сделать AnTuTu тест. Смартфон набирает 205 тысяч баллов. Для среднебюджетника, учитывая его цену, считаю это вполне неплохим результатом. Далее отдых и снова в бой. Теперь уже тротлинг тест. 30 минут нагрузки показали такие графики. Как я упоминал ранее, сильным нагревом этот девайс не страдает. За 30 минут график всего несколько раз опустился в желтую зону. Вообще медиатеки склонны к тротлингу под нагрузкой. И если, к примеру, сравнивать графики конкурентных смартфонов Redmi Note 9T и Redmi Note 8 Pro, в которых также инсталлированы процы от Mediatek, они тротлят гораздо сильнее, чем Tecno Camon 18. Модуль GPS также не остался без внимания. Движение на автомобиле по картам работает как надо, подвисаний не обнаружено. Подтверждает это и приложение GPS-тест. В поле зрения 51 спутник, в использовании 30. На открытой местности точность позиционирования плюс-минус 1 метр. В навигации проблем не будет. Сейчас давайте перенесемся к обзору камер. Модуль с камерами имеет 3 датчика. Основной от Samsung S5K GM1 48 мегапикселей. Портретный с эффектом боке на 2 мегапикселя и также 2-мегапиксельная макрокамера. Начнем с основной. Она автоматически включается при открытии приложения камера.
Фото сделано в помещении с недостаточным искусственным освещением. Камера вполне неплохо справилась с этой ситуацией. Обычно с таким освещением многие среднебюджетники выдают повышенную зернистость фото, но здесь с этим проблем нет. Далее снимки на улице. Цветопередача весьма реалистичная, нет перекрученных искусственных улучшений, что я считаю большим плюсом. Четкость фото на твердом среднем уровне. При увеличении радует отсутствие шумов. Единственным минусом я бы отметил пересвет в районе неба. Да, практически любые камеры будут создавать пересвет в этом месте, но здесь он слегка завышен. С такими ситуациями помогает бороться расширенный динамический диапазон, то есть HDR. Слева фото без HDR, справа он включен. Обратите внимание на небо. Со включенным эффектом облака не пересвечены, и даже можно увидеть их контуры. Думаю, здесь все понятно. Двигаемся дальше. Помимо простого 12-мегапиксельного режима камеры, который мы сейчас разобрали, есть режим в 48 мегапикселей. Его фото отличаются большей детализацией. Обратите внимание на эту надпись. Увеличим. Все буквы и цифры без проблем читаются. Также и на следующем фото. Посмотрите на этот балкон. Балкон как балкон, ничего особенного. Но если приблизить, то камера позволяет разглядеть велосипед. Обычный режим фото не способен этого сделать. Теперь что касается основной камеры с эффектом боке. По качеству фото примерно такое же, как в режиме простой камеры. Размытие ровное, без искажений. 16-мегапиксельная селфи-камера делает насыщенные живые фото. На приближении я не увидел повышенной зернистости и наложенных фильтров, но присутствует легкая замыленность. Селфи с размытием заднего фона чуть ниже по пикселям. Это видно на приближении, но в целом качество неплохое. Также для любителей селфи рядом с фронтальной камерой установлена вспышка, чтобы даже при недостаточном освещении вы смогли сделать годный снимок. Пока перейдем к видео, далее затронем макрокамеру и остальные эффекты. Смартфон способен снимать видео в разрешении 2К. Здесь четкость съемки особых вопросов не вызывает, но отсутствие стабилизации бросается в глаза. И лучше, конечно, снимать его с минимальными движениями. Это видео в 1080 и почему-то во всех режимах только 30 FPS и нет стабилизации. Это, конечно, минус. Но в целом качество съемки для среднебюджетника вполне себе ничего. Селфи-видео. Первым делом предлагаю послушать, как работает микрофон Tecno Camon 18. В этом селфи-видео вы можете услышать, с какой четкостью пишется звук на Tecno Camon 18. По опыту скажу, что звук он пишет очень даже плотный. Громкость и частоты не срезаны, здесь все хорошо. Также разработчики запилили сюда функцию селфи-боке. Если снимать без этой фишки, то можно активировать разрешение в 2К. Вот вам примеры. Слева с эффектом боке, справа разрешение в 2К. Макрокамера здесь, честно говоря, весьма посредственная. Каких-то супер снимков от нее не ждите. Отмечу режим панорамы, который может захватывать большую площадь для фото. Кстати, такой же режим здесь есть и в селфи-камере. Также в основной камере есть замедленная съемка. И если вы любитель снимать короткие ролики с различными прикольными эффектами, для вас есть отдельные режимы.
Если зайти в режим пленка, вы сможете выбрать один из 8 эффектов автомонтажа. Я покажу пример с пресетом путешествия. И напоследок ночной режим. Его можно включать как вручную. Также смартфон сам в режиме основной камеры определяет очень слабое освещение и активирует его. Но по опыту рекомендую включать ночной режим вручную. Это простое фото ночью. А это включенный режим ночь. Действительно, как и заявляет нам компания Tecno, этот режим один из козырей данного девайса. Качество достойное. Ночное видео, которое само собой активируется ночью, тоже имеет место быть. На первый взгляд и не скажешь, что это видео снято в сильных сумерках. Мне без преувеличения понравился данный режим. По завершению обзора, исходя из опыта использования и пройденных тестов, можно сделать вывод, что Tecno Camon 18 это, так скажем, стабильный среднебюджетный аппарат, который порадует вас не только элегантной внешностью, но и сбалансированной начинкой, включая железо и современную оболочку, не обделенную интересными фишками. Любителям фото и видеосъемки нужно помнить, что Camon 18 способен делать достаточно детализированные фото, при этом у него множество интересных эффектов. Но минус в том, что ни один из режимов видео не имеет стабилизации. В целом вы все видели сами и нет смысла повторяться. Если у вас возникнут вопросы, вы всегда можете задать их в комментариях. На этом позвольте откланяться, с вами был канал Power Device, всем только качественных девайсов, увидимся в следующих роликах. Пока-пока.